Вот она. Я не сомневался, что этот цвет сработает. Есть и на арбузик. Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Порой, когда мои видео не выходят довольно продолжительное время, постоянные зрители переживают, интересуются в комментариях, где я пропал, жив ли, здоров. Вот, собственно, и хотел сообщить, что жив, но не совсем здоров. Снова прихватило и сердце, и спину одновременно. Два в одном. В общем, прокапался, подлечился. Сейчас восстанавливаюсь. Ну, спина потихонечку побаливает. В общем, сегодня такая погодка, что я хотел сначала пройтись просто в лес, посмотреть, есть ли грибы, потому что несколько дней были дожди. Вот. А сегодня прямо солнышко, тепло. И я решил сразу сделать несколько задач. Проверить, есть ли грибы, половить рыбку, попробовать. И самое главное, снять фотоловушку, которую я установил уже больше, чем 2 недели назад на бобров. В Бобровом царстве, если вы помните, где это. Надеюсь, там будут интересные кадры. В общем, беру лодку и буду пытаться со своей спиной подняться против течения несколько километров. По дороге встретил рыбачка. Ну как клев, рассказывай. Молчит, недовольный. Наверное, не клюет. Да, рыбачок? Ну что ж, ни хвоста, ни чешуи тебе. А может быть, это вовсе не кот-рыбачок, а кошка пришла позагорать на пляж. Я уже почти дошел до места, и что удивительно, спина практически перестала болеть. Намного меньше, чем когда я выходил. Недавно в китайском интернет-магазине я приобрел вот такую коробочку с воблерами. В пересчете каждый воблер стоит приблизительно раз в 10 меньше, чем самый дешевенький брендовый воблер, если еще не дешевле. В общем, сегодня буду их опробовать. Вот такая расцветка меня не единожды выручала поздней осенью, когда уже довольно холодно, вода остывшая, но выходит солнышко, и вот на солнце отлично работал вот такой вот именно цвет. Единственное, этот воблер тонущий, а раньше я использовал плавающий, и было проще проводить над травой. Просто замедлять проводку, и он тогда всплывал практически к самому верху. Да, этот немного цепляет траву. Но играет хорошо. Должен ловить он обязательно. Вот она. Я не сомневался, что этот цвет сработает. Небольшая щучка, но резвая. В пиявках, значит, не сильно активная была. Давай, побегай, чтоб ты меня не обрызгала. Во, один тройничок освободила. И опять заглотила. Стой! Вот такая в районе килушечки.
взяла уже тут, недалеко от лодки. Снова небольшая, еще меньше. И еще шустрее. Это отпущу. Стой, не дергайся. Гуляй. Да, вот в чем слабость этих воблеров. Один крючочек уже поломан. Нужно будет заменить. Но пока попробую так половить. На него вроде как неплохо клюет. Но нужно будет и разловить и остальные тоже цвета. Так, ну что, одноглазый Джо. Давай, показывай класс. Только давай теперь покрупнее. Ничего себе. Вот это уловчик. Кого-то я зацепил. Даже не ощутил как бы никакого удара. Ну вот, чешуйка поймана. А ну-ка, хозяин чешуи, давай-ка. Кушай, воблер. Переплыву в другое место, чтобы солнце не светило в глаза. Да и камера будет лучше картинку снимать. Кто там? И вот здесь щука была в камыше, плюхнулась. Прямо на мели. Так. Поменяю этот воблерок, пока перестала на него клевать. Кстати, я замечал, что на этот цвет у меня более-менее крупной щуки никогда не попадалось. Так больше 2 килограмм, наверное, не было. Попробую вот такой вот непонятный цвет, темно-натуральный, можно сказать. Так, начнем. Есть. Ну вот, цвет поменял сразу. Поклевочка. Сначала показалось, что маленькая совсем. А сейчас смотрю, вроде и не совсем. Вот вам и воблеры за 3 копейки. Худой, длинный самец. Все? Или еще побегаешь? Побегает. Да, давай на эту сторону. Вот спортсмен какой. Вот такой вот в пиявочках тоже. Спокойней. Хороший спортсмен.
Так. Так. Есть еще одна. Так, сразу подготовить следующий. Вдруг еще клюнет. Ну что, еще попробуем на этот, потом поменяю цвет. Такое ощущение, что сегодня клюет на любые приманки. Но это не факт. Был выход в той стороне. Попробую на всплеск. Как раз туда. Не хочет. Раз 5 уже бросил эту приманку. И больше не клюнула. Сейчас поменяю. Вот такой цвет арбузика. Никогда в коробке у меня не было. Всегда хотел попробовать. Ух ты. Спиннинг разобрался. Так. Есть. И на арбузик. Класс. У нас одна коробочка пустая, без воблеров, дороже стоит, чем коробка с воблерами. Вполне рабочими. На 3 из них уже поймал по рыбке. Так, накрутились тут. Как правило, новый цвет срабатывает на первом же забросе, а потом на него не клюет. Но это по моим наблюдениям сегодня. Попробую еще раз 5 брошу этот арбузик. Потом опять поставлю новый цвет. Опять в том же месте выход. Сейчас туда арбуза. Чуть-чуть не добросил. Но не хочет. Наверное, кого-то съела. Жует. Был хороший удар под самым-самым берегом. Промазала. Только он приземлился. И тудух. Ой, повесил на деревце, на камышек. Все, снял.
перехлёст. Опа, есть. Я уже хотел менять цвет. Думал, что арбуз им надоел. И вот взяла. Ну, размер у них какой-то стандартный. Плюс-минус килограммчик. Где-то чуть больше, может где-то чуть меньше. Но в основном больше килограммчик. Так, давай, иди сюда. Подходи. Вот так вот. Вот зараза. Перехлестнула плетенку. Может теперь перекусить. Надо ее брать. Хватит. Теперь нельзя тебе выбегать. Вот зараза. Ну что тут скажешь, погодка супер, рыбалка замечательная, воблерочки рабочие. Нужно еще снять фотоловушку и еще заняться одним делом важным. Сейчас брошу еще один разок, надеюсь, что ничего не впоймается, потому что осталось одно место на кукане. Вот. А хочется еще испробовать другие цвета воблеров и поймать более крупную щучку. И пойду на берег, схожу за фотоловушкой. Надеюсь, что бобры дерево таки не загрызли и не утащили к себе в берлогу. Пойду прогуляюсь по лесу. Недавно были дожди. Может быть, даже грибочки будут. Это, конечно, будет вообще идеальный поход, рыбалка. Так, выбрался. Лодку заякорил, чтобы щуки не утащили. Вот тут такая сосенка упала. Грибов пока не увидел, но очень много поваленных деревьев. А второе дело, о котором я говорил, это набрать с собой немного дровишек. Я взял электропилу и отрежу несколько бревнышек, чтобы увезти с собой домой. Дома тоже не помешает запас дров, потому как сейчас во время войны неизвестно, что будет с газом. В любой момент может прекратиться. И вот сейчас как сирена завыла в подтверждение моих слов. Да, как-то в голове не укладывается. Сирены, война, люди гибнут. Кошмар какой-то. Непонятно почему, но молодые сосны тоже желтеют и погибают. Так же, как и сосна возле землянки. Я думал, что я как-то неправильно за ней ухаживал, может быть, много поливал, или же нужно было посадить ее
в другом месте, более освещенном. Но здесь, в лесу, вот очень много погибших молодых деревцев. Ну, не говоря уже за взрослые здоровенные деревья, поваленные, которые тоже сохнут непонятно с чего. Думаю, что это связано с каким-то загрязнением военным. То ли от ракет, или еще от чего-то. Не знаю. Так же, как и массово щучья чума была тоже во время войны. Никогда раньше я не видел столько много зараженной щуки. Ну, вроде как она переболела. Сейчас уже щука практически вся здоровая. Уже подхожу к месту, где ставил фотоловушку. Ни одного гриба по дороге не попалось. Надеюсь, что фотоловушка будет на месте. И бобры не утащили ее к себе в эту, при постройке своих этих дамб. Да, тропинки тут у бобров, как будто люди бегают. Ух ты! А, то мышка побежала. А я думал, маленький бобер. Вспомнить бы еще. Я ее установил-то. А я не помню. Эти товарищи рельеф меняют на раз-два. Все опять завалено. Я уже забыл, как я проходил. Фух, нашел. Таки не съели фотоловушку. Вот она. Интересно, еще заряжена или нет. Включилась. Так, я пробираюсь на выход. Посмотрел несколько видео фотоловушки. Вообще класс. Мне очень понравилось. В конце этого видео выставлю обязательно. Прямо огромные сосны валятся. Непонятно по какой причине. И вот снова молодняк весь желтый. И ни одного грибочка. Даже мухомора. Вот я и на месте. Наверное, сразу, чтобы туда-сюда не выплывать, загружу, нарежу дровишек и загружу лодку. И уже на обратном пути еще немного порыбачу. Я повыбирал такие более ровненькие, без сучков, чтобы их в первый ряд положить, чтобы они не проткнули. А сверху уже можно будет и с сучками. Так. Есть. Все, загрузил. Грузоподъемность лодки, конечно, позволила бы намного больше перевести, но спина пока не позволяет.
Ну что, сейчас посмотрим, что скажет щука на такую расцветку. У меня было много приманок в такой расцветке, но я ее как-то не могу нормально разловить. Не скажу, что совсем не ловил. Но люди ее хвалят, люди ловят, а у меня, ну, она так себе. Далеко не в любимых воблерах. Конек попался. Неплохой такой. Найк с Тёмой порадуется. Не знаю, слышно вам было или нет. Такие звуки, как будто кабанчик маленький визжал. Не знаю, я на этом острове никогда их не встречал. В общем, я уже сплавляюсь потихоньку в сторону дома. Загораю. Я уже спускаюсь по течению в сторону дома, по дороге ловлю окуней для Тёмы и Найка. Крупной щуки поймать сегодня не удалось, но я более чем доволен уловом. И так не рассчитывал на такую хорошую рыбалку. Разловил воблера, главное, забрал фотоловушку. А самое интересное, что там много интересных кадров. Так что вы не спешите выключаться. Я буду с вами прощаться. Всем добра, мира и здоровья. Увидимся в следующих видео. Ну а вы не выключайтесь и досмотрите видео до конца. Пока-пока. Тёма, Тимофей. Давай, жиробас, ты скоро будешь как этот в мультике, как там его? Гарфилд, кажется, да? Ты жирнее, чем Найк.